Советы для лучшей жизни и ошибки, которых не стоит совершать. Привет! Сегодня я расскажу вам об ошибках, которых никогда не стоит совершать, и 10 секретных советов для лучшей и прекрасной жизни. Привет и добро пожаловать на канал «Простой разговор». Подпишитесь и поставьте лайк. Я так рада видеть вас здесь снова сегодня. И добро пожаловать всем моим новым подписчикам. Мне так приятно, что вы присоединились в этом путешествии, и сегодня мы поговорим о том, что никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя делать. Возможно, у вас есть свой список, и после окончания этого видео напишите в комментариях свое мнение о том, что мы как люди и как женщины никогда не должны делать ни при каких обстоятельствах. Первое, с чего я начну, и скажу вам, не тратьте свою жизнь на пустые мечты. Я имею в виду, не проводите дни в мыслях: «Ах, как бы я хотела заработать больше денег», или «как бы я хотела путешествовать». «Ах, как жаль, что, будучи моложе, я не сделала этого в жизни». Все эти вещи правдивые, и все мы можем сделать. Я уверена, что большинство из нас так и поступает. Но это пустая трата времени. Не растрачивайте свою жизнь на пустые мечты. Если у вас есть мечта, и вы хотите что-то сделать, делайте это, действуйте, не сидите просто так, думая: «Ах, если бы я только могла, если бы я только решилась, если бы я только сделала то». Это действительно пустая трата времени, вашей энергии. И на этом этапе жизни нам не стоит тратить ни энергию, ни время впустую. Это самое главное. Второе. Не давайте обещаний, которые вы не сможете выполнить. Я знаю, что мы все когда-то это делали. Я сама столько раз поступала так в душе. Мои намерения всегда добры, но иногда я слишком поспешно говорю: «Я могу это сделать», но на самом деле, возможно, я не смогу. Или, может быть, я жалею об этом, потому что на самом деле не хотела этого делать. Есть ситуации, где кто-то просит вас о чем-то, и вы говорите: «Да, я могу это сделать. Обещаю, что я, например, поеду в эту поездку с тобой». Или я обещаю, что сделаю, что бы это ни было, вы знаете, сколько всего можно пообещать. Например, обещаю, что дам тебе деньги в долг. Никогда этого не делайте, если к вам приходит кто-то и просит об одолжении, или чтобы вы что-то сделали, и вы, колеблясь по этому поводу, просто доверьте своей интуиции. Если вы хотя бы на минуту засомневались, то значит не делайте этого, не берите на себя ответственность. Или обязательства, которые вы не можете выполнить и которые вам не хочется выполнять. Мы так часто это делаем, и это так легко, потому что если у вас доброе сердце, и вы добры, вы, скорее всего, захотите сказать «да», но на самом деле вы просто не можете. Третье. Не скрывайте свою любовь. Не считайте само собой разумеющимся, что они знают, что вы их любите. Не думайте: «О, мне не нужно говорить им это, я же столько всего для них делаю». Они и так понимают, они знают, что я их люблю. На это нужно немного внимания. Каждому нужно чувствовать, что его хотят и любят. Это просто наша природа человеческая. Природа, даже младенцы, которых не держат на руках, не обнимают и не убаюкивают, они плачут. Это человеческая потребность, которая есть у всех нас. Поэтому не ждите, пока будет слишком поздно, чтобы сказать своим близким, что вы их любите. Так что не ждите, чтобы сказать кому-то, что вы их любите. Это то, что я постоянно повторяю своему мужу на обиды. У мужа на работе был ужасный сотрудник, который делал ужасные вещи мужу и его бизнесу. И, честно говоря, это было подло, просто подло, и муж не может отпустить, а это было 20 лет назад. Но он не может найти в себе силы, чтобы простить этого человека, и он постоянно говорит об этом.
И знаете, что это злит и кипит внутри, разъедает, как яд, но он не отпускает это, а мог бы быть гораздо счастливее и жить лучше, даже несмотря на то, что уже прошло много лет. Его жизнь была бы намного лучше, если бы он направил свое внимание на что-то позитивное и отпустил бы своего партнера, который был, мягко говоря, нечестным. Но по сей день он все еще испытывает к нему обиду, я думаю, которая по-прежнему разъедает его изнутри эмоционально. И сколько бы я ни пыталась убеждать его отпустить, но он не отпускает. Я хочу, чтобы вы смогли не держаться за обиды, не держать в себе горькие чувства, которые у вас есть в жизни, к своим обстоятельствам. К чему бы то ни было, всегда старайтесь найти в своей голове что-то положительное, что связано с ситуацией и способно стереть эти чувства.